Алло, да, привет. Дом в Пенатах? Так я прямо сейчас здесь и нахожусь, да. Мы вчера закончили, завершили проект. Клининг сделали, вообще все супер. Так нет, он продан еще осенью. Следующий дом, ну он будет готов только к концу года, да и там бюджет совершенно другой. Алексей, а пойдем уже снимать выпуск, а? Слушай, все, мы сегодня финальный выпуск снимаем, мне пора идти. Давай, пока. Друзья, это канал о недвижимости и строительстве ВДТ, и я, Алексей Аверьянов. И это, пожалуй, самый долгожданный выпуск, который вы постоянно меня спрашивали. Где же финальный обзор дома в Пенатах? Друзья, наконец-то этот дом завершен, и я вам сделаю сегодня шикарнейший обзор. Это был один из самых сложных проектов, это наш 10-й юбилейный точечно-девелоперский проект. Краткие характеристики объекта. 884 квадратных метра, 25 соток. 4 спальни, бассейн, сауна, хамам, блок для персонала, гараж на 2 машинных места, творческая студия, большая мансарда и самый лучший на Новой Риге кабинет. Мы провели серьезную реконструкцию, поэтому досмотрите этот выпуск до конца. Мы смонтировали офигенный ролик в формате «Было-стало», просто бомба. А теперь готовьтесь к полной экскурсии. Ну что, поехали! Время для рубрики «Умники и умницы». Я здесь решил принять ванну. Кто в теме, тот поймет. У меня сегодня премьера разбила это пространство просто в хлам. Самый лучший кабинет на Новой Риге. Муж увидит через эту перегородку жену. Ну а что нам, мужчинам, надо? Друзья, сегодня очень нетрадиционный обзор, и начнем мы его как раз с бассейна, потому что мы, собственно, здесь уже находимся. Бассейн площадью 60 квадратных метров, и сама чаша бассейна длиной 7,5 метров, но установлен противоток, поэтому можно будет спокойно немножко так поразмяться, поплавать. Вот. И он скиммерного типа, то есть перелив происходит через вот это отверстие, и расстояние до края буквально 10 сантиметров. Мы не стали делать здесь переливной бассейн, потому что пространство уже не позволяло, нужно было бы сделать по периметру такие решетки. Но за счет того, что поверхность пола сделана из такого же материала, как и сама чаша бассейна, смотрится это просто прекрасно. Вы помните самый первый обзор и как здесь было все устроено. Здесь высокие потолки, но лестница выходила на второй этаж. На втором этаже там был хамам. Вот, совершенно непонятная планировка. Само помещение неправильной формы, и архитектором было принято решение повесить вот такие рейки над самим бассейном, сделать помещение более уютным, комфортным, а самое главное, разбить неправильную геометрию пространства. И мы сначала были против этого решения, зачем такие высокие потолки, да, и мы там наоборот будем их занижать. Но на самом деле дизайнер оказался права, и получилось, мне кажется, очень здорово и стало более уютно. Вы также помните, как здесь было все устроено, были такие какие-то иллюминаторы, мы как будто находились на подводной лодке, вот, но расширили оконные проемы, стало гораздо больше света, воздуха, и находиться в этом помещении стало более приятно. И за счет неправильной формы дома здесь образовалось пространство, где можно поставить лежаки, и ты, по сути, лежишь, вокруг тебя одни сплошные окна и вид на деревья. За этим люком как раз доступ внутрь, туда, под чашу бассейна, где расположено все оборудование. Двигаемся дальше. Вот та самая дверь. Вы помните, как здесь все было? Нужно было пройти через целый кордон дверей для того, чтобы выбраться на улицу. Совершенно неправильно. И посмотрите, что получилось сейчас. Большие штульповые окна двери, которые вот так вот раскрываются, как открытка, и прямой доступ на участок. Со всех сторон нас окружает зелень. Пространство получилось очень интимным, потому что соседи вас ни с одной стороны не видят. Все это очень легко закрывается, открывается. И посмотрите тоже деталь, на которую стоит обратить внимание. Подоконники. Специально сделали усиленную конструкцию для того, чтобы можно было сесть, и они никак не промнутся, ничего. То есть дополнительно еще сидушки, можно какой-нибудь еще положить там материал с поролончиком, да, чтобы было удобно сидеть. Под подоконниками установлены радиаторы, и они достаточно простые, но закрыты декоративными экранами.
Выглядит все тоже очень достойно, при этом экраны эти обошлись, не знаю, на все помещение, по-моему, за 50 тысяч рублей мы их сделали. Экраны сделаны из МДФ и не сильно обращают на себя внимание. С этой стороны небольшой кусочек искусства. Здесь художники в течение 2 недель при помощи гипса со специальными пластификаторами сделали вот такой прекрасный барельеф. Очень долго думали, как украсить такую большую стену, чтобы она не слишком сильно на себя забирала внимание, при этом не была такой какой-то очень индивидуальной, и чтобы она подошла под интерьер, и было принято такое решение. Мне кажется, получилось очень здорово, как будто бы вот так вот пальцами, да, делали. Мне кажется, что приятное занятие, можно даже было в процессе там ловить дзен. Я бы тоже таким вот занялся. Мне кажется, может быть, даже у меня бы и получилось. В бассейн ведут такие достаточно удобные ступени. Меня много раз критиковали за такое решение. И действительно, если в доме будут дети, обязательно нужно будет сделать здесь ограждение, чтобы случайно не прыгнуть и, соответственно, не разбиться об эти ступени. А если в доме будут проживать исключительно взрослые, то можно на их усмотрение поручни не ставить, потому что просто они будут аккуратно пользоваться бассейном. Еще я постоянно смотрю фотографии домов на продажу, которые были построены там 10-15 лет назад. 80% бассейнов сделаны из синей мозаики. То есть это какой-то был стереотип того, что именно так оно и должно быть. Здесь мы пошли немножко по-другому и взяли и сделали из достаточно больших кусков керамогранита чашу, которая совпадает еще с полом. Получилось очень здорово. Кто-то говорил, что если там налить воду, то она будет какой-то там коричневого цвета. Нет, ребят, смотрите, какая изумрудная, классная вода, как и должно быть в бассейне. По сути, это не только помещение бассейна, это на самом деле можно назвать мини-спа-комплексом. Здесь есть сауна. Сауна необычная, за стеклом. Мы в последнее время именно таким образом это все и делаем. В этом случае можно сделать помещение сауны не очень большим, но при этом здесь очень приятно будет находиться. Давайте посмотрим, как выглядит все это изнутри. Вот представьте, что вы в гостях, сели на полочку, закрыли дверь, и вот такой у вас прекрасный вид. То есть нету чувства клаустрофобии, и при этом не скучно сидеть, потому что в сауне вообще, когда она закрыта, без единого окна, конечно, долгое время не просидишь, в том числе и потому, что становится скучно. Сами полоки сделаны из абаша, специальное дерево, оно не очень плотное и не сильно нагревается, то есть можно садиться прямо без полотенца. А стены отделаны кедром, запах просто сумасшедший. И тоже, когда будете делать сауну со стеклом, имейте в виду, что мощность печки электрической должна быть раза в 2 больше, чем если бы этого стекла не было. Обращайте на это внимание, чтобы был запас по мощности в вашем доме. В любой сауне обязательно по нормам должна быть система спринклерного пожаротушения. Здесь ее сделали тоже очень аккуратно. Управление сауны производится с пульта. Тоже посмотрите, какие современные стали делать панели, которые встраиваются в саму стену, не торчат, выглядит очень стильно. Здесь мы можем как раз вот включить-выключить свет, вот, задать температуру, поставить таймер, чтобы выключилось, да, какие-то сделать избранные. Полноценное управление сауной можно даже дистанционно подключиться и заранее ее включить. Помимо сауны сделали еще и турецкую баню, хамам. Очень уютная, неправильной формы, с закарнизной подсветкой, легкой такой, не напрягающей. Вот. Мне больше всего нравится вот это место, прям уголочек можно так залезть. Ой, сидишь. Прям вообще здорово. Ну и, конечно же, в любом хамаме должен быть душ, чтобы немножко освежиться, ну или полить на сидушку. Пар выходит из этого отверстия. Много мест, где можно комфортно сидеть, чтобы пар не обжигал ноги. Управление хамамом осуществляется тоже с настенного пульта. Сделан он в таком же стиле, как и пульт управления сауной. И, пожалуйста, вот разгоряченный вышел и либо в бассейн прыгнул, либо под душ. Здесь и тропический душ, и обычный. Встроенный трап, куда будет уходить вся вода. Конечно же, в бассейне должно быть отдельное вентиляционное оборудование с функцией осушения воздуха, потому что здесь повышенная влажность. И, естественно, такое оборудование здесь установлено.
но так, что его даже не видно. Вот я сейчас операторам показывал, где оно находится, и ребята там долго искали. Вот можно обратить внимание, 2 скрытых люка, доступ специально для того, чтобы обслуживать вентиляционное оборудование бассейна. Друзья, с бассейном закончили, двигаемся дальше. Чтобы попасть в бассейн, мы проходим через вот этот холл-хаб. Вот, и здесь хочу обратить внимание на вот эту небольшую такую прорезь в стене. Это используется как раз для того, чтобы поступал свежий воздух в помещение сауны. Тоже небольшие детали, да, но посмотрите, как аккуратно все обыграно. Вот, ну и дальше мы идем и видим здесь санузел. Он является гостевым с одной стороны, а с другой стороны это дополнительно еще санузел при бассейне. То есть там мы видели открытый душ, а здесь можно уже спокойно зайти, закрыться, принять душ, душевая кабина. Вот, да, я бы даже не сказал, что это кабина, это именно душ. При этом он очень просторный, есть и тропический душ, и обычный. Вот. И по сути пространство такое, что даже особо не нужна здесь шторка, потому что ничего особо брызгаться не будет. Встроенный в полу трап, вся вода стекает, и все это в едином уровне. Ну и сам санузел, он является гостевым, понятно, унитаз, гигиенический душ и раковина, большое огромное зеркало. В этом же пространстве есть еще и одно техническое помещение. Его можно использовать как небольшую кладовку. И сюда же сделали выводы под стиральную машину, то есть по сути это может являться постирочной. И вот эта дверь, вы помните прошлый выпуск, я вам показывал, что мы здесь продолбили проем, вот, и там находится лифтовое оборудование. И до этого, представляете, нужно было поднять лифт и внизу в шахте пройти, чтобы был доступ к оборудованию. И если вдруг лифт застревал на первом этаже, то нужно было залезать через окно. Сейчас мы прорубили сюда отдельную дверь, и все, пожалуйста, вот он, доступ к оборудованию лифта. Если что-то вдруг сломалось, то можно спокойно здесь теперь это все починить. Обычно все наши обзоры мы начинаем с главного входа. Немножко сегодня поменяли весь порядок. И наконец-то мы дошли до главного входа. Вот он такой получился, светлый, классный. То есть это целый такой стеклянный портал. Тоже мы очень часто сейчас делаем дома с главным входом в виде окон. Во-первых, можно вместе с окнами со всеми это все заказать. И выглядит очень здорово, плюс очень много света сюда попадает. И в прошлый раз, когда мы делали обзор, на промежуточном этапе не было еще козырька. Сделали такой интересный стеклянный козырек и держит его кованое такое основание. На самом деле очень удобно, тоже крыльцо получилось открытое и свет дополнительный сюда поступает. Итак, вот считайте, что мы зашли с главного входа, либо мы можем попасть в дом из гаража, и в него ведет вот эта зеркальная дверь. Вот. Ну, к сожалению, бывают и такие эксцессы. Видите, на самом последнем этапе отделки, когда вставляли ручку, пошла трещина. В этом и есть преимущество покупки дома от девелопера, застройщика. Потому что, конечно же, эти все моменты мы, естественно, поменяем. Ну и, собственно, вот такой получился вход из гаража. Гараж мы обязательно еще с вами увидим. Здесь образовалось 3 ступени. К сожалению, это уже изначально таким образом сделана была планировка. Если бы мы с нуля такой дом делали, конечно, мы бы такое количество ступеней не допустили. Дальше у нас была дилемма, делать ли здесь полноценную гардеробную. В одной из первых итераций дизайн-проекта такая гардеробная сюда вставала. Вот. Но получилось бы так, что у нас бы разрезалось это все пространство, был бы узкий коридорчик, и в результате мы сделали и приняли решение вот такие вот шкафы повесить. То есть они очень вместительные, при этом они не давят, потому что они подвешены к стене, плюс они находятся в нише, выполнены из керамогранита за счет подсветки. Кажется, что они такие левитирующие. Плюс на фасадах сделаны вырезанные ручки, то есть дополнительно ничего нигде, ниоткуда не торчит. Вот. И очень вместительные шкафы. Много всего сюда поместится, и сразу все это при входе. Плюс пространство огромное тоже, то есть может много человек сразу здесь прийти и комфортно раздеваться. Двери сделаны из шпона дуба, вот, выглядит очень благородно. Здесь 3 двери, все они сделаны в формате скрытой коробки.
За этой дверью находится пульт управления видеонаблюдением, плюс электрические слаботочные щитки. А за этой дверью у нас, ребята, лифт. Помните, я вас спрашивал тоже, стоит ли ставить дверь. Ну, действительно, если бы мы этого не сделали, то лифт очень сильно бы здесь выделялся, потому что, ну, все-таки лифт напоминает, не знаю, о каком-то офисе там и так далее, поэтому лучше бы его закрыть. Вот. Про то, как работает лифт, я вам расскажу чуть позже. А теперь двигаемся в самое главное помещение. Друзья, заходим в самое главное помещение этого дома, гостиная, 60 квадратных метров. Вы помните, что здесь было, и посмотрите теперь, что здесь стало. Прежде всего бросается в глаза это огромное панорамное окно с видом на лес. Мне кажется, вот расставить диван, сидишь, смотришь на камин, смотришь на свой прекрасный участок, вообще здорово. Ну и интересное решение, которое мы впервые применили здесь. Ну вообще в интерьере телевизор — это всегда такое огромное черное пятно, и оно некрасиво смотрится, особенно когда оно выключен. Здесь приняли решение попробовать сделать такую интегрированную систему, где есть и двусторонний камин, и большое черное стекло, внутри него вставлен телевизор. Очень здорово смотрится. Берем пульт, включаем. Раз. И вот он, пожалуйста. Ну, конечно же, сразу канал ВДТ. Включаем сделку на миллиард. Садимся на диван и смотрим, наслаждаемся. Вот так вот сидишь, смотришь с дивана. Ну, в чем здесь проблема? Да? То, что телевизор за стеклом и встроенные динамики оттуда, естественно, будут очень плохо доноситься. Поэтому продумали в себе этот момент и вставили наверху саундбар. То есть звук идет уже полноценно и все прекрасно слышно. Но для любителей хорошего домашнего кино мы также предусмотрели еще и возможность установки системы домашнего кинотеатра. Для этого провели все необходимые провода под колонки, под систему 7.1. Вот, пожалуйста, сделали такую небольшую заглушку, то есть можно будет колонку подключить здесь и две колонки еще сзади. Также предусмотрели еще дополнительно розетки, встроенные в пол. Здесь как раз можно будет установить диван, дальше можно подключить в любой момент торшер. В самом диване, например, можно будет сделать там беспроводную зарядку и, соответственно, его тоже подключить таким образом, что будет ничего не заметно, никаких проводов дальше болтаться не будет. Солнышко вышло и, может быть, даже немножко стало жарко. Друзья, и вот, пожалуйста, здесь тоже выводы под электрические шторы, то есть можно будет сделать электропривод и с кнопочки, с пульта, может быть, даже там из телефона, сделать так, чтобы все шторы сразу закрылись. Ну, здесь потолки высокие, конечно, вручную шторы закрывать достаточно сложно. И практически во всех домах мы это делаем. Здесь нет полной системы автоматизации, но при этом есть очень много наших умных решений, которые мы используем практически во всех домах. Первое — это локальный климат-контроль, то есть возможность установки температуры в каждом конкретно помещении отдельно. Второе — это, соответственно, система охранная, которая перекрывает все проемы, чуть позже про нее расскажу. Здесь есть еще система видеонаблюдения, система защиты от протечек воды, система приточно-вытяжной вентиляции и канальное кондиционирование. Ну и, конечно же, рециркуляция горячей воды, чтобы в каждом санузле она сразу начинала течь. Еще какие были изменения по этому помещению? Вы помните, здесь дверь была, которая вела прям непосредственно в бассейн. Мы посчитали, что спа-комплекс все-таки должен быть отделен от помещения гостиной. И здесь сейчас нет прямого доступа. И сверху висел кондиционер огромный от сплит-системы. Вот, мы считаем, что в современном интерьере это просто недопустимо, и у нас всегда используется канальное кондиционирование. И охлажденный воздух вместе с приточным воздухом с улицы поступает у нас через специальные диффузоры. В данном помещении его сделали похожим на треки от светильников, то есть это треки для света, куда вставляются светильники, и очень похожие диффузоры вентиляции. То есть через эту щель поступает свежий воздух. С гостиной закончили, двигаемся в столовую, кухню. Получается, что помещение вроде как почти совместное, оно проглядывается через проем, через камин, но при этом отделено. Многим так нравится.
Тоже обратить внимание на отделку. Достаточно недорогая, но при этом очень, мне кажется, здорово. И вот эти радиусные углы, они как раз очень здорово помогают смягчить пространство. И ты не боишься, что ты ударишься об угол и так спокойно и нежненько переходишь из одной зоны в другую. Здесь встает огромный стол на 8 посадочных мест. Тот же самый камин, который мы уже видели. Ребят, горит, тяга вообще шикарная, просто моментально сгорает все. Доступ свежего воздуха для того, чтобы как раз была хорошая тяга. И здесь тоже сделали телевизор за стеклом, то есть в пространстве вместе с камином. Тоже очень здорово это смотрится. Площадь кухни-столовой 36 квадратных метров, но за счет большого окна и площади террасы кажется, что оно гораздо больше. Плюс посмотрите, какое количество поверхности. Здесь кухня сделана такой буквой «П». Это не совсем остров, это скорее даже полуостров. Ну, здесь очень удобно готовить. Получается тот самый треугольник, холодильник, мойка и варочная панель. Столешница сделана из искусственного кварца-агломерата, и также он переходит на часть фартука, и фартук является не накладным, а интегрирован в единой плоскости со стеной. Очень здорово получилось состыковать эти куски, то есть вот эта вот столешница полностью без единого шва, и вот она до сюда доходит, и вот он здесь стык, который спрятан в основном заварочной панелью. Я даже сначала вообще подумал, что это сплошным одним куском сделано. Вот этот шов практически незаметно. Ну и прорубили окно. На кухне обязательно должно быть хорошее большое окно, особенно в зоне готовки. Ну а с таким видом вообще шикарно. Под окном установлена батарея, и для того, чтобы она лучше грела, сделали прорезь в столешнице и две прорези еще в фасадах самой кухни. Холодильник здесь один вместе с морозильной камерой. Для загородного дома это, конечно же, недостаточно, но я объясню, почему здесь было принято такое решение. Техника фирмы Cooper's Bush, очень любим мы эту фирму. Классная, красивая, дизайнерская. Здесь небольшой духовой шкаф и кофемашина. В кухне много интересных решений, в частности, вот такая выдвигающаяся секция. Часть ящиков выдвигается вместе с фасадом, а часть ящиков скрыто выдвигается отдельно. Туда можно поставить что-то, что не очень часто используется. Все это на фурнитуре Blum, очень надежно. Прям вот такая большая штука, а закрывается буквально одним движением руки. И вот такая еще секция, например, выдвижная, тоже много всяких специй, баночек, не знаю, там, бутылок. И раз, все закрыл. Кухня уходит прям под потолок. Я считаю, что именно так и нужно делать. И фасады выполнены также из шпона дуба. Выглядит очень красиво. А здесь у нас небольшой такой гедонистический уголок. Это винный шкаф. Вот сюда бутылочки разложил. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 на 5 полок, 40 бутылок. Это на пару-тройку вечеринок хватит. Кстати, это первый наш объект, где мы установили видеонаблюдение. До этого как-то в этой части инженерии не сильно обращали на это внимание. Вот такие камеры установлены и на участке, и в отдельных помещениях. В будущем во всех наших проектах обязательно в стандарты мы уже заложили обязательно разводку под видеонаблюдение. Может быть, сами камеры устанавливать мы не будем, но всю проводную подготовку сделаем обязательно. Ну и основное изменение, которое произошло в этом помещении, это то, что мы сделали, прорубили буквально окно на участок, сделали такие две большие портальные двери. Раз, два. И все, вот оно, перетекание тусовки с улицы в столовую. Здесь как раз можно разместить барбекю-зону, какой-нибудь такой газовый гриль, большой стол, сидишь, смотришь на участок, вообще шикарно. На полную реконструкцию этого дома общей площадью 884 квадратных метра ушло 1,5 года, и в результате из морально устаревшего, унылого строения получился добротный особняк с современными инженерными и дизайнерскими решениями внутри.
Что мы сделали? Заменили все окна в доме и добавили новые. В результате сейчас в доме 48 новых окон. Также полностью перебрали всю крышу и заменили кровельное покрытие. И с нуля сделали всю инженерку в доме. Обновили фасад, сделали перепланировку дома и облагородили участок. В этом проекте участвовала настоящая классная команда, без которой, конечно бы, этот результат, который я считаю просто потрясающим, мы бы не достигли. Ребята, всем, кто участвовал в этом проекте, спасибо вам огромное. Посмотрите, как устроена здесь логистика. Вот за этой дверью у нас скрывается небольшое кладовое помещение. Вы помните, что здесь был спуск в такой своеобразный винный погреб, он был очень неудобным. Я вас еще спрашивал, стоит ли его заделывать или нет. В результате приняли решение все выровнять в один уровень и сделать здесь кладовое помещение при кухне. Очень, кстати, классно получилось и удобно, не надо будет никуда спускаться. И помните, я вам говорил, почему один холодильник всего на кухне установлен? Потому что вот оно, здесь в кладовке разместили два огромных холодильника и морозилку. Плюс еще место под различные полки. Ну а самое главное, что очень удобно, то что это помещение отделяет гараж от кухни. И отсюда же проход в котельную. Вы помните, как мы снимали эту котельную, я был рад, что здесь такое классное оборудование и все так сделано, но потом, когда посмотрел этот ролик, который мы делали в самом начале, когда только начинали заниматься этим домом, то увидел там с труб там капают капли, все это, конечно, выглядело не очень. В результате в этом доме мы перебрали всю полностью инженерку и, естественно, это коснулось котельной. Сделали все самым современнейшим образом. Большой бойлер, котел Висман немецкий остался, ему ничего не будет. Вот. Ну и прилично сделали хорошую отделку. Насосную группу расположили здесь и система водоподготовки, которая здесь достаточно компактная, но при этом очень производительная. Сегодня у нас будет наиболее полный обзор, покажу вам практически все помещения. И, собственно, гараж, который мы редко показываем, потому что в конце, по завершению проекта, он становится таким своеобразным складом. Вот здесь уже все, полный клининг сделали, все вычистили, и я вам могу его показать. Гараж на 2 машины места. Удобные сделали решеточки, туда стекает вода, то есть угол наклона определенно есть, и вода вот вся в эти решетки и дальше в ливневую канализацию уходит. Необыкновенные гаражные ворота фирмы Херман, стеклянные, и я уже несколько раз вам показывал, потому что мы все чаще и чаще такое решение применяем в домах. Выглядит стильно, современно. Здесь они еще такого тонированного темного цвета, вот. Но при этом очень кажется, что это не для нашего климата. Но, ребят, посмотрите, это полноценные стеклопакеты, ровно такие, как вставленные в обычные окна. Вот. Ну и пультики у Хермана появились тоже черненькие, в цвет ворот, такие модненькие. Нажимаем на кнопочку и поехали. Выходим на улицу. Давайте покажу пару моментов по фасаду, на которые я в прошлый раз не обращал внимания, потому что их просто не было. Вот. Во-первых, сделали навес над крыльцом. Очень получилось, мне кажется, изящно и классно вписалось в концепцию архитектуры этого дома. Ну и наш традиционный треугольник, я вам его уже тоже показывал. Вот. Все наши дома мы помечаем нашим фирменным знаком. А теперь давайте посмотрим, как выглядят ворота снаружи. Плотно прям прижалось все. Вот они. Получается, здесь 12 таких секций. Снаружи вот этих рам не видно. То есть прям темное стекло, тонированное. При дневном свете практически даже не видно, что внутри происходит. Но зато вечером очень красиво. Ты заезжаешь и смотришь, потом поставил машину, такой вышел, красиво наблюдаешь за своей машиной, она всегда открыта взору. Многие очень скептически относятся к стеклянным гаражным воротам, но на самом деле это практичное и очень даже современное и классное, красивое решение. Особенно под Porsche Taycan подойдет, кто в теме, тот поймет. Для отделки потолка в гараже часто используем грильяту.
по сути, такие вот направляющие, квадратики. То есть через них, если вот так вертикально смотреть, то видно все коммуникации. На самом деле, если их покрасить в черный цвет, то практически ничего уже не видно. Хорошее, классное решение именно для гаража. Обязательно в гараже должна быть мойка, вот здесь вывод под нее. Опять же, тоже можно с отдельного входа, который здесь имеется, войти с собакой, помыть ее. Вот, ну и дальше уже пройти в дом. Ну и плюс какие-то там технические моменты здесь мыть. Лестница на второй этаж, и здесь вход для обслуживающего персонала. Тоже редко вам показываю, потому что очень классно, когда есть возможность уже по завершении проекта вывести все вагончики, весь быт строителей, и можно локализовать его здесь. Потому что в конце стройки всегда образуется огромное количество всяких мелочей, которые нужно доделать. Обязательно нужны люди, которые это будут постепенно и очень аккуратно все допиливать. Вот. Ну и опять же, тоже очень часто мы такое решение делаем именно с отдельным входом помещения для обслуживающего персонала над гаражом. Отдельный выход у них есть, вот, то есть они могут в жилую часть не проходить. По этой лестнице попадаем в зону обслуживающего персонала. Она достаточно компактная, при этом очень функциональная. Здесь можно разместить небольшую кухню и два помещения. Они примерно по 8 квадратных метров. Вот на примере одного из них покажу. Небольшая комната с окном, но вполне очень можно удобно обслуживающему персоналу здесь разместиться. Делаем специально по 2 комнаты, хотя можно было бы в принципе это все превратить в студию, но мало ли какой состав будет обслуживающего персонала. Часто это бывают там, незнакомые люди, не одна семья. Вот. Ну а если вдруг здесь поселится одна семья, тогда можно все это в единое пространство превратить. Ну и также свой санузел с душевой в зоне обслуживающего персонала. Там тоже при этом все сделано очень красиво и дизайнерски. Одна из самых грандиозных переделок, которую мы сделали в этом доме, и которая в самом начале еще казалась просто фантастической, это расширение лестницы. Вы помните, как лестница сужалась, и дальше там была буквально, там, не знаю, метр 20 шириной. И это, конечно, для такого дома просто недопустимо. В результате перебрали полностью весь проект с точки зрения конструктива, переопирания балок сделали и сделали нормальную, классную, большую, комфортную лестницу. Смотрите, как здорово по ней подниматься. Здесь никак не будут пересекаться потоки. Плюс сделали подсветку. В ночное время включается, не слепит, при этом видно, куда ты наступаешь. Для перехода с одной лестницы на другую сделали порталы, отделанные керамогранитом. Тоже выглядит здорово. Поручни массивные, с ковкой. Ковка, в принципе, здесь допустима, потому что она является частью экстерьера этого дома. Удобный поручень. Идем. Закарнизная подсветка сверху. Тоже классно. Второй еще один портал. И вот мы попадаем уже на второй этаж. И начнем мы обзор второго этажа с отдельного хозяйского блока. Попадаем мы в него либо по лестнице через эту дверь, либо второй вариант. Приезжаем сюда на лифте. Ребят, это очень интересное решение, потому что здесь уже была своеобразная планировка, и мы специально это крыло отдали под хозяйский блок, но получилось так, что шахта лифта именно сюда и приходила. По-другому сделать это было невозможно. Понятно, что на второй этаж на лифте должны попадать только хозяева, другие там гости, не знаю, другие члены семьи не должны сюда попадать. Поэтому мы в лифте установили дополнительный блок, где по отпечатку пальцев или по коду можно попасть будет в свое хозяйское помещение. То есть хозяин приезжает на лифте на свой этаж и проходит в свою спальню. Находится она за этой дверью. Потрясающее помещение, тоже с огромным панорамным окном. Это одно из больших изменений по фасаду. Вставили окно внизу в гостиной и сюда же. Буквально как телевизор, где постоянно транслируется живая природа. Кровать поставили спинкой к этой стене, чтобы она смотрела напрямую в это окно. При этом, если вдруг кто-то захочет поставить телевизор, все здесь тоже предусмотрено. Панелька специальная. Вот здесь розетки, все выводы там под интернет. Спокойно все это можно подключить. Ну а если вдруг не нужно, останется такой почти незаметный лючок. И посмотрите, как организована розеточная группа. Предполагается, что сюда встают
тумбочки. И здесь управление с каждой из сторон кровати выключателями. Можно включить, соответственно, любой свет. Вот. Плюс ночная подсветка, светильничек для там, чтения. В одном случае он вот такой, а во второй можно даже вот направить четко на книжку и читать. Плюс в розетках сделали USB зарядки. Одна розетка находится сверху, а одну специально под тумбочку. Иногда нужно что-то подключить так, чтобы не висели провода. И, соответственно, специально в самом низу сделали эту розетку, и ничего не будет видно. Например, можно поставить настольную лампу, за тумбочкой пойдет провод, втыкается в розетку, и все аккуратно будет стоять. Ну, плюс можно, например, сделать, опять же, ту же самую беспроводную зарядку и подключить ее к тумбочке, тоже проводов будет не видно. Еще чуть подробнее расскажу про наши инженерные решения по охранной сигнализации. Видите, во всех проемах оконные стоят такие датчики, это называется датчики шторного типа. То есть, по сути, они перекрывают полностью весь проем. То есть все окна, все возможности того, как можно попасть в дом, они перекрыты такими датчиками. Вот, соответственно, если кто-то разобьет окно или влезет, как-то его там раскроет, то, естественно, сработает сигнализация. При этом внутри датчиков объема нет, ну, точнее, они есть, но их можно не включать в режим ночной, когда ты находишься в доме. Включил ночной режим сигнализации и можешь спокойно передвигаться по дому, да, и в этом случае не будет срабатывать сигнализация. Очень удобно. Из спальни, само собой, есть выход на балкон, он достаточно большой. И мы здесь сделали очень классную систему отвода воды, раньше ее вообще не было. Вот. Плюс здесь ограждения, такие кованые, решеточка, красиво смотрится, очень хорошо сочетается с фасадом. Отсюда как раз просматривается очень хорошо весь участок. Напомню, он 25 соток. Мы его облагородили и сделали небольшие элементы ландшафтного дизайна. Помните, какой он заросший был, когда мы его только начинали делать. Вот. И здесь я подробно останавливаться на участке не буду, потому что для этого специально мы записывали ролик осенью, где я рассказал и про участок, и про фасадные работы. Так что переходите по ссылке и внимательно все посмотрите там. Ну а сейчас время для рубрики «Умники и умницы». Я называл это пространство террасы и очень глубоко заблуждался, думая, что балкон — это что-то не очень большое, а если это большое, то это уже терраса. Но, по сути, балкон — это любая площадка, выступающая за пределы стены фасада. А терраса — это открытая пристройка к зданию. Она может располагаться либо на первом уровне, на земле, либо над ниже расположенными помещениями. То есть, если бы внизу были бы какое-то помещение, например, там кухня располагалась бы здесь, да, то тогда это можно было бы назвать террасой. Но поскольку это является кровли террасы на первом уровне, то тогда это уже балкон. Если террасу застеклить, то она превращается в веранду. Помните об этом. Конечно же, при мастер-спальне должна быть своя мастер-ванная комната. Давайте ее посмотрим. Кстати, вот эта вот стеклянная перегородка, за ней чуть-чуть видно силуэт ванны, она здесь появилась из особенностей планировки, потому что здесь образовывается длинный коридор. И, конечно, он был бы очень темным, если бы мы поставили здесь глухую стену. Кстати, потом мы посмотрим, что видно через эту перегородку. Кстати, может показаться, что это поликарбонат, но нет, это настоящее стекло. В принципе, очень даже не дешевое. В ванную комнату мы попадаем через эту дверь, и это действительно настоящая мастер-ванна. Ну, во-первых, большой, огромный двусторонний душ. То есть с этой стороны можно мыться и с этой. Во-первых, кому как удобнее. А во-вторых, может быть, два человека здесь могут мыться одновременно. Крупноформатный керамогранит, который очень сильно напоминает мрамор. Очень круто смотрится. Вот. Плюс также пол из этой же коллекции сделан из такого же керамогранита. И встроенные в стену трапы для слива воды. Здесь самое высокое место, и вода равномерно стекает к боковым стенкам. При этом можно закрыть спокойно стеклянную перегородку и не бояться то, что вода вытечет наружу. Обязательно в мастер ванной комнаты мы рекомендуем устанавливать две раковины.
Здесь получилось сделать раковины встроенные с смесителями, которые выходят прямо из зеркала. Тоже очень круто смотрится, очень удобно, потому что вот есть место, что поставить, здесь есть место, здесь есть два человека одновременно могут чистить зубы. Плюс огромное зеркало, все прекрасно видно. Еще вот обратить внимание на такие детали, как делаются стыки внешних углов у керамогранита. Вот. Есть вариант, когда просто под 45 запиливается градусов, но на самом деле все равно могут оставаться сколы, потому что очень острый угол. И самое лучшее решение — это когда немножко этот угол запиливается и потом аккуратно делается затирка. Получается очень классный переход, это очень долговечное решение, потому что не будет образовываться сколов. Вот. Ну и плюс, опять же, удобно, если ты вдруг коснулся этого угла, то он абсолютно не острый. В этой части находится унитаз и биде. И тоже вот интересное решение, которое мы подсмотрели в одном из чатов, я вам его уже показывал, но вот оно уже в готовом виде. Вот, к сожалению, немножко сложно туда добраться, но давайте попробуем. Вот такой маленький кругляшочек, который сделан. Вот. И внутри, вы видите, находится датчик протечки воды. Собственно, если он просто лежит, он, конечно, как некая инородная субстанция. Вот. А если его спрятать в такую нишу, то смотрится это гораздо лучше. И никаких проводов тоже не видно. А за этой стеклянной дверью находится отдельное помещение чисто для ванны. Установили такую ванну, отдельно стоящую, похожее на большое яйцо. И вот ты можешь находиться здесь с большим окном, смотреть на деревья и наслаждаться уединением. Ну и в крайнем случае, если хочешь совсем интимную обстановку, можешь повесить шторы или жалюзи. Давайте посмотрим, что видно через эту полупрозрачную перегородку. Ну вот давайте представим, что я здесь решил принять ванну. Вот, снял, разделся, повесил, залез. Но в любом случае это хозяйский блок, поэтому посторонних людей здесь не будет. Максимум, что муж увидит через эту перегородку жену. В принципе, ничего страшного. Отдельный элемент комплектации дома — это полотенцесушители. И на самом деле выбор полотенцесушителя — это целая отдельная история, потому что они бывают громоздкие, там, да, никогда очень сложно попасть в дизайн, либо они очень дорого стоят. Вот посмотрите, как здесь в хозяйском санузле сделали оригинальный полотенцесушитель, всего лишь такая очень миниатюрная конструкция с крючками, то есть спокойно повесил полотенце. Вот. Плюс он же еще и выполняет функцию рециркуляции воды. Вот. Но вообще в домах сейчас мы задумались о том, чтобы делать полотенцесушители электрические, чтобы повесил полотенце, включил, там буквально раз, и оно быстро просохло. Но такое решение тоже очень классное. В мастер-блоке в этом доме удалось организовать аж 2 гардеробные комнаты. Это тоже очень здорово, чтобы разделить все вещи. Эта гардеробная побольше, она 20 квадратных метров, и предполагается, что она женская. Классное квадратное помещение. По углам можно расположить большое количество шкафов. Остров, как раз с подсветкой. Положить туда всю, там, не знаю, бижутерию, аксессуары различные, да, вот выдвигающиеся, сделать там различные ящички. Вот. Ну и можно куда-то еще дополнительно поставить там, зеркало повесить или там, туалетный столик. А здесь уже гардеробная мужская. Она поменьше, она лишь всего площадью 10 квадратных метров. Но за счет вот такой вот Г-образной формы она получается так, что всего лишь на 30% погонных метров шкафов здесь будет меньше. На самом деле вместится сюда тоже очень много одежды. Ну а что нам, мужчинам, надо? Ну, пару рубашечек повесить, несколько костюмов. Кстати, друзья, у меня сегодня премьера. Я впервые заказал себе костюм индивидуального пошива. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам, кстати, идет мне или нет. Шили его в Италии. Компания, уважаемая Мауро Прата, которая сделала этот костюм. Ребята большие молодцы, потому что, конечно, в этой всей текущей обстановке было это очень непросто сделать. Вот. Сняли с меня там порядка 28 размеров. Вот, и пошили прям по моей фигуре. Идеально. Плюс еще рубашечку сделали. Логотипчик ВДТ. Здесь, кстати, тоже ВДТ.
Вот, так что все индивидуально, буду теперь вас радовать. Если понравится, наберет этот ролик много лайков, у ребят закажу еще один костюм. Кстати, их очень рекомендую, делают реально очень хорошие костюмы за адекватные деньги. Ссылка на Мауро Прато в описании. На втором этаже находится еще одна спальня. Очень приятная тоже, потому что она тоже смотрит на участок. Здесь получилась проходная гардеробная с выходом на балкон. Ее пришлось выделить из единого пространства. Здесь раньше была одна комната, но мы посчитали, что она слишком длинная и узкая и неудобная. Плюс, собственно, гардеробная тоже очень нужна. То есть с точки зрения функционала планировки получилось гораздо лучше. А здесь, вы помните, был большой витраж. Очень, конечно, красивый, такой в классическом стиле, ручной работы, очень дорогой, все это, конечно, понятно. Вот. Но мы решили все-таки сам проем оставить, но витраж пришлось заменить, сделали что-то более нейтральное. Двигаемся дальше. Здесь еще одна спальня, тоже очень классная, со своим выходом на балкон непосредственно уже вот через эти два больших штульповых окна. Плюс они еще открываются, то есть выход на балкон прям находится отсюда. И они такие же штульповые, как мы видели уже внизу, открываются как открытка. Вот, и, пожалуйста, выход на большой огромный балкон с видом на участок. Здесь уже приняли решение разместить кровать к этой стене, чтобы она смотрела на стену, туда можно повесить телевизор, и сбоку, собственно, сам вид на участок. Тоже спорим вообще в новых проектах, когда делаем, нужен ли балкон в спальне. Очень здорово, когда есть большое панорамное окно, вот прям, которое от пола до потолка идет, но в этом случае тогда балкон мешает панорамному обзору. Поэтому, если хотите сделать балкон в спальне, то можно его сделать где-то немножко в стороне, а основное остекление все-таки вывести так, чтобы оно сплошным образом смотрело на участок. Обратите внимание, как сделаны решетки приточно-вытяжной вентиляции. По сути, это такой декоративный карниз и отдельные штучные элементы, которые имеют в себе прорези. И они, по сути, продолжают общую концепцию, но оттуда выходит уже воздух чистый, плюс также и система кондиционирования. Они стоят по бокам от кровати, то есть человек, если будет лежать на кровати, то на него дуть не будет. И тоже, когда делаете похожие решения, не забывайте о том, что все оборудование, которое там находится, оно должно быть черного цвета. Потому что если там останется нержавеющая сталь от воздуховода, то, конечно, это будет все просматриваться, будет не очень красиво. При этой спальне, само собой, есть свой санузел, ведет в него вот эта дверь. И мы здесь попробовали первый раз и применили магнитные ограничители. Маленькая пимпочка, которая монтируется в пол, практически незаметная. Вот, ее еще можно, если что, покрасить там, ближе к цвету пола. Об нее точно не стукнешься ногой. И, собственно, дверь подходит, штырек на магните вытаскивается, и дверь фиксируется. Соответственно, дальше она просто в стенку не ударится. И для того, чтобы ее закрыть, просто чуть посильнее нужно применить силу и ее закрыть. Нормальное, очень классное решение вместо вот этих вот блямб, которые совершенно портят интерьер. Вход в санузел. При входе у нас стоит всего лишь один выключатель. Он включает легкую закарнизную подсветку. Сделано это намеренно, то есть ты ночью проснулся, включил эту легкую подсветку, чтобы ночью не сильно взбодриться. А здесь уже у раковины два выключателя. Одно включает зеркало, а второе полную подсветку. Друзья, скажите, как вам такое решение? Хотели бы вы таким образом организовать свет в своем санузле? Или бы, может быть, хотели бы, чтобы весь свет выключался снаружи помещения? Здесь помещение небольшое, поэтому отдельный душ выделить не получилось. И сделали совмещенную ванну с душем. Можно сделать перегородки. Вот. Тоже, когда делаете ванну, обращайте внимание, чтобы было пространство для ног снизу, чтобы было удобно подойти. Например, если купаете ребенка, чтобы, опять же, было удобно наклониться. Кстати, весь сан-фаянс в доме — это Велерой Бог, практически лидер этого направления. И, слава богу, успели все закупить. Конечно же, сейчас это сделать будет гораздо сложнее, и все это будет стоить уже дороже. Ребят, один из самых популярных комментариев что-то говорит,
в ботинках ходишь по дому. Друзья, ну я готовлюсь очень тщательно к каждому из выпусков. Вот, например, клею вот такие войлоковые подошвы специально каждый раз под съемку. Вот, и специально сделал трафареточку под свои ботинки и новые накладочки под каждый выпуск нарезаю. Получается так, что абсолютно как в мультике «Ну погоди», где они вот в этих ботинках по музею там ездили. Так что ничего этому дорогому покрытию паркета не угрожает. Не волнуйтесь, пожалуйста. Так, двигаемся дальше на следующий уровень по этой лестнице. И этот проем мне нравится больше всего. Он большой, светлый, потому что он соединяет, по сути, второй этаж уже с мансардным. Здесь видно и мансардные окна, и плюс вот этот витраж, который мы решили оставить, он еще дополнительно света нам добавляет. Вот. Плюс вот этот проем, через который видно, собственно, лестницу с первого этажа. Потрясающе выглядит, плюс добавили вот такие дополнительные висячие светильники сюда, очень здорово. И с этой площадки мы попадаем еще в одно помещение, которое находится на промежуточном этаже, это условно 2,5. И, собственно, здесь находится отдельно еще одна спальня. Помните, я говорил, что она, скорее всего, подойдет для подростка. Изначально по дизайн-проекту было очень интересное решение в виде стены. Вот здесь вот за изголовьем кровати предполагалось расположить гардероб. Кровать, соответственно, вставала сюда и смотрела вот на эту стенку. Вот. Но поскольку дом уже был приобретен на этапе отделки, то покупатель решил немножко это переделать. Плюс, собственно, удалось заменить на этом этапе еще и цвет стен. Здесь предполагалось возвести стену такого ярко-бордового цвета, сделать этот интерьер таким насыщенным, цветовым, но покупатели попросили сделать просто белую покраску. И перенесли, соответственно, успели еще на этапе отделки все розетки и выключатели сюда, то есть вот так встает кровать. Что здесь из интересного, тоже на что обращу ваше внимание, это по опыту уже дизайнера, которая работала в том числе с частными заказчиками, и она в каком-то из проектов предложила сделать розетку в откосе подоконника, и это реально очень востребовано. Потому что всегда можно что-нибудь, какую-нибудь технику поставить, не знаю, колонка Алисы, там, еще что-нибудь, да, там, вот, дополнительно что-то заряжать здесь, да, и все это за шторами будет скрыто, абсолютно здорово и удобно. Помимо всех окон еще изменили, естественно, подоконники, сделали их деревянными. И здесь еще один вариант размещения диффузоров под вентиляцию. Две такие небольшие решеточки, которые выходят из-под потолка, тоже достаточно аккуратно смотрятся. Ну и двигаемся дальше. Здесь при этой комнате тоже есть своя ванная комната. Вот. Она небольшая, здесь ванна уже не поместилась, но зато тоже большая просторная душевая кабина за стеклом, очень удобно будет мыться. Вот. Тоже везде делаем тропический душ и обычный нормальный джентльменский набор. Тут тоже установлен смеситель, который торчит из стены, но зеркало уже отдельно включается с подсветочкой. Тоже все удобно, интересная раковина, сделана из того же материала, что и вот эта небольшая полка. Ну и такое же решение по датчикам протечки воды, как и в остальных санузлах. Конечно, я не очень люблю планировку, при которой появляются вот такие промежуточные уровни, полуторные. Вот, и это не очень функционально, но здесь мы уже имели дело с тем, что было, и очень долго голову ломали над тем, как сделать планировку функциональной. Но даже в безвыходной ситуации всегда найдется выход, если работают профессионалы, и здесь получилось сделать, мне кажется, очень классную, функциональную и эргономичную планировку. Пользоваться этим домом будет удобно. Но если будете проектировать с нуля, желательно делать полноценные уровни без вот этих вот промежуточных ступеней. Двигаемся дальше. Друзья, ну и поскольку мы перебирали вообще всю крышу и заменяли кровлю, то было принято решение установить дополнительно вот такой вот световой туннель. То есть это не светильник, это световой туннель длиной примерно метр. То есть он пролезает через крышу, и там стоит линза, которая, собственно, улавливает солнечный свет. Посмотрите, как ярко светит и освещает весь этот лестничный проем, который идет на мансардный этаж.
И вот мы попали на мансарду, потрясающее получилось пространство. Вот здесь, конечно, тоже с точки зрения конструктива пришлось очень сильно поработать, потому что вот здесь, вот вы помните, стояла колонна, вот, и, ну, естественно, она бы разбила это пространство просто в хлам, да, поэтому пришлось ее убрать, сделать переопирание балок, получился очень сложный конструктив, вот, сложный потолок, но ребята справились, и получилась такая игровая мансарда, мы ее называем. Вот, при этом у нее доступ сюда есть как по лестнице, так и из лифта. Да. Теперь сюда могут гости попасть прямо непосредственно снизу, не проходя в жилые помещения. То есть они пришли, разделись, вещи повесили и, соответственно, сюда попали. Вот. Ну, розеток много тоже не бывает. Здесь на всякий случай тоже еще сделали в полу одну розетку. Вот. Везде, где может стоять мебель по дизайн-проекту, обязательно выводим такие розетки. Получилось очень классное, просторное, светлое помещение. Вот, плюс добавили 2 еще мансардных окна. Вот, но к нему еще дополнительно выведено электричество. То есть, если, например, захотят собственники заменить и сделать окно автоматически открывающееся там с пульта, можно это сделать. Плюс тоже это проем, через который можно в дом попасть, поэтому стоят охранные датчики шторного типа, которые этот проем перекрывают. То есть вообще в дом никак не влезть, несмотря на такое большое количество различных окон. Ну а теперь пойдемте покажу вам самое классное помещение на этом уровне. Это просто самый лучший кабинет на Новой Риге. Вы такого еще не видели. Площадь 37 квадратных метров, высота потолка 7 метров до зенитного фонаря. Просто светлейшее пространство. И вы себе не представляете, сколько усилий стоило для того, чтобы сделать такую красоту. Посмотрите, оно не прямоугольное, то есть здесь срезаны вот эти вот углы, и нужно было все эти радиусные элементы довести до ума, чтобы они были одинаковыми, смотрелось, чтобы это все гармонично. Вот. Плюс вот такие вот радиусные плинтуса, то же самое с бордюрами переходящими. Да? Но самое сложное это было вывести вот этот купол, потому что там изменялась геометрия и уменьшался радиус по углу. Для того, чтобы это выполнить, сменили несколько бригад, пока они вообще поняли всю задумку дизайнера. Но когда работы здесь были завершены, конечно, впечатление от этого пространства просто потрясающее. Мы, кстати, друзья, делаем по почти каждому из наших девелоперских проектов 3D-тур. И на днях по этому дому тоже сделали 3D-тур. И мне кажется, как раз ни видео, ни фото так не передадут это пространство, как 3D-тур, где вы можете сами покрутить камеру по углу 360 градусов и буквально себя ощутить в этом помещении. Если вас интересует 3D-прогулка виртуальная по этому дому, напишите мне на alex@vesco.ru, я вышлю вам ссылку на 3D-тур по этому дому. По дизайн-проекту предполагается, что здесь будет расположен большой рабочий стол, к нему будут дополнительные места для гостей. Вот. Ну и, само собой, все оборудование на столе нужно будет подключать, поэтому тоже сделали выводы там, розеток, интернета и всего того, что нужно. На противоположной стороне, на стене, можно повесить тоже телевизор, сделать небольшую какую-то диванную группу для отдыха, расслабления там, и так далее после работы. Вот. Ну и прекрасно. Еще одно штульповое окно. Опять же, легким движением руки открываем. И поработали, нужно немножко отдохнуть, может быть, поймать вдохновение. Вышли, посмотрели на природу. Шикарно. На мансардном этаже находится еще одна спальня. Она может быть как гостевая, так и комната для, например, пожилых каких-нибудь родственников. Вот. У нас на первом этаже спальни нет, но зато есть на третьем этаже, куда приходит лифт. То есть даже пожилой человек может спокойно сюда попасть. Здесь небольшая тоже гардеробная комната и сама спальня. Тоже сделали специально эту перегородку для того, чтобы отгородить помещение для гардеробной. Раньше это было одно сплошное помещение. Вот. Ну и вы помните вот этот подиум, который стоял прямо вот у окна. И здесь предполагалось располагать большую кровать. И единственная фишка, наверное, этого помещения, то, что сюда приходил продуктовый лифт из кухни. Но мы поняли, что использование продуктового лифта, чтобы он доставлял еду в жилую комнату, в спальню, вообще не оправдано, поэтому мы его убрали.
Здесь тоже два мансардных окна, одно небольшое вот такое окно, вот, и дополнительно, конечно же, свой санузел. Очень похож на санузел, который мы видели в спальне, который находится ниже этажом. Вот, но здесь зато такой бонус в виде окна, который тоже приятно смотрит на растительность внизу. Смотри, так сидишь, и прям у тебя картинка, вся природа, там белки бегают, вообще красотища. Ну и на этом этаже еще у нас остались два небольших помещения. Это общий санузел для мансарды. Ну, понятно, что если это какая-то детская игровая, то, пожалуйста, вот при ней тоже будет дополнительный санузел. Он уже без душа, просто унитаз и руки помыть. Вот. Ну и отдельно еще кладовое помещение. Вообще кладовых помещений много не бывает. Вот. Ну, здесь чисто такая чемоданная комната, что-то поставить, ну, можно дальше какие-то еще полки повесить, чтобы что-то здесь расположить. Ну и дополнительно еще одно помещение, потому что это, конечно, тоже может быть хобби-пространством, но на самом деле специально для хобби у нас отдельное, очень крутое помещение со своей отдельной лестницей вниз. Это прям целая отдельная хобби-студия. Здесь потрясающее творческое пространство. Вот. Тоже что мы сделали? Ну, во-первых, мы сделали полную перепланировку, потому что изначально сюда был подъем с стороны бассейна, вот та самая лестница, которая шла сюда как в отдельную спальню. Здесь же был на втором этаже зачем-то хамам. Вот. В результате всей этой перепланировки доступ сделали с мансардного этажа. Вот, расширили оконные проемы, тоже сделали французские балкончики, вот, и, соответственно, образовалось вот это реально творческое пространство, где можно сделать абсолютно все, что угодно, да, и помещения здесь хватит. Если бы я жил в этом доме, то, конечно, я бы организовал здесь свою YouTube-студию, чтобы можно было с разных ракурсов снимать различные интервью, сюжеты какие-то там, да, и, в принципе, в своем доме я обязательно такую студию сделаю. Ну, а вообще, конечно, диапазон различных увлечений и хобби у жителей загородных домов может быть очень широким. И, друзья, поделитесь, пожалуйста, в комментариях вообще, какие экзотические хобби бывают, чем вы увлекаетесь. И если бы вы жили в этом доме, что бы вы организовали, какую деятельность в этой студии. Здесь организовали уже трековые светильники подвесные. Собственно, мы не знаем, как будет здесь сконфигурировано пространство. Вот, и поэтому можно будет любые сделать сценарии освещения за счет поворота светильников. Если там не хватает, можно доставить еще дополнительно другие. Вот. И при этом помещении тоже сделали санузел. Вообще в этом доме 8 санузлов. Вот. И здесь, по большому счету, можно организовать и спальню. Но, в принципе, в доме уже есть 4 спальни. Но если будет недостаточно, это может стать 5-й спальней. Здесь все стандартно, душевой, можно сказать, уголок, раковина, унитаз и окно. Вообще, если есть возможность в санузле сделать окно, пусть даже такое небольшое, то желательно, чтобы оно было. Ну и отдельным бонусом к этому хобби-пространству можно добавить еще эту террасу. Кстати, я ее называл балконом, но вот в этом случае это как раз уже терраса, потому что под нами как раз находится помещение бассейна, и это площадка над ним. Друзья, ну это уже 3-й выпуск по этому дому. Вы видели выпуск, когда мы только начинали, промежуточный, где мы вам рассказали про фасад и акцент сделали на участке. И это финал. Мне кажется, что наш проект удался. И я очень рад, несмотря на то, что мы немножко и перевалили за бюджет, и растянулись немножко сроки, но результатом вся команда довольна. Самое главное, им доволен покупатель, который будет здесь, в этом доме, я надеюсь, очень счастлив. Друзья, ну а я традиционно с вами прощаюсь, но вы, пожалуйста, досмотрите до конца, потому что бонусом вас ждет отдельный потрясающий фильм, где мы сделали все этапы до, после, вставили также и дополнительно визуализации из дизайн-проекта, какие-то ракурсы сняли в процессе работ. Будет очень интересный ролик, ну и в конце тоже небольшой бонус вас ждет. Спасибо, что были с нами. Пишите мне по любым вопросам на alex@veska.ru. Не забудьте подписаться, врубить колокольчик. Ну и традиционно владейте, двигайтесь, творите. Пока-пока.
Друзья, сегодня просто установили рекорд по съемкам. 10 часов мы на съемочной площадке. Вот. Но я ребятам сказал, что пока не опробуем бассейн и противоток, мы отсюда не уедем. Вода очень холодная, потому что ее пока что не подогревали, только недавно бассейн наполнили. Вот. Но это даже ничего страшного, потому что после 10 часов съемок это, конечно, наоборот, будет большой-большой кайф. Ну что, тестируем. Конечно, сделали. Конечно, да. Ну и вообще, бомба, блин. Кайф? Отличный обзор. Ребят, ну если вы сейчас не поставите лайк и не подпишитесь, и вот этот колокольчик там не щелкните. Ну просто я не знаю, что для вас еще нужно сделать. Все, я побежал греться.